2, 1. Наш мир полон чудес. И мы приготовили для вас еще одно чудо. Продолжение сезона «Орел и Решка. Чудеса света». В новом сезоне мы объедем все континенты, чтобы увидеть 20 самых удивительных мест нашей планеты. Нас ждут бескрайние пустыни и необитаемые острова. Самые веселые праздники и самые страшные обычаи народов мира. Не надо, у него кровь! Таких чудес света вы еще не видели. Ой. Ну я же говорил, будет круто. Наслаждайтесь. Хочу все. Смотри, у тебя тоже кабриолет. О, видел? Как тут круто. С премиальной картой MasterCard могу позволить себе все, что угодно. Очень неудобно было их проносить через сканеры собак. Да зачем ты их набрал? Нам все выдадут. Я думал, надо со своим приезжать. Всем привет, это Орел, Решка, Чудеса света. И мы прилетели в Италию, и наше чудо света, безбашенная апельсиновая битва. К бою готова? Нет. А придется. Орел? Решка. Давай. Я не знаю, как это получается. Не Судьба. зря. Не зря я взял апельсины. Считаю до 3 ведьма. 1. Да бери рюкзак. 2. Антон, ну ты слишком... 3. Да ну ты... Давай, ты чего? давай. Ну, у меня там еще помело, грейпфрут и Перестань арбуз. ты. На! Иди сюда, получи скандал. На! Давай! В Европе много красивых традиционных карнавалов, посвященных приходу весны. Но только на севере Италии. В маленьком городке Иврея решили устраивать яркое, сочное и совсем не детское мочилово апельсинами. Так что надевайте броню, запасайтесь боеприпасами. Мы отправляемся на апельсиновую битву. Кто будет платить за наше лечение? Ёпрст! Все туристы, которые хотят поучаствовать в апельсиновой битве, прилетают в итальянский город Турин. Билет на автобус стоит 7 евро. Самый дешевый способ добраться из аэропорта до центра Турина – поезд. Я думаю, что всем очевидно, что вот в этом месте нужно покупать себе билет на поезд. Мало кто знает, но Турин – это автомобильная столица Италии. Когда-то здесь был завод Fiat. Сейчас из него сделали музей, но машины того времени до сих пор можно найти. Особый шик у местных богачей – арендовать себе ретро-кабриолет Fiat 850 Sport 72 года выпуска. Macchina eccellente. Настоящая мечта итальянской богемы. Ну что, прокатишь меня, малыш? Ой, блин! Ух ты ж! Я не была к этому готова. У меня ноги не помещаются. Блин. А есть у вас Элечка?
А то XS ко мне не подошла. Ну что ж. Все. Приехали. Первая передача. Плавно нажимаем газ. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Поехали. Ура! А что, мы едем на третье или нет, я не пойму. Как бодрит эта машинка. Словно я старого дедушку после инсульта перевожу через дорогу. Один спидометр не работает. Ремень безопасности здесь, конечно, просто для вида. Просто висит такая тряпочка на мне. Эту машину можно брать в аренду, чтобы пофоткаться. Других причин я не вижу. Она достаточно неудобная. Такой прикольчик. Прикольчик красненького цвета. Ой-ой-ой. Оп-оп-оп-оп-оп. Слушай, ну своя отдельная сидушка. Вообще, моя главная цель – это маленький городок евреев в 50 километрах от Турина, где и будет проходить масштабная апельсиновая битва, наше чудо. Но делать там больше особо нечего. Битва только завтра, поэтому день я проведу в Турине. Уж поверьте, тут есть на что посмотреть. Я в Турин ехать не собираюсь. Во-первых, на таких ретро-машинах, как у меня, в город заезжать нельзя. Считается, что они сильно загрязняют воздух. Даже миллионерам их привозят на специальном прицепе. А во-вторых, все богатые развлечения разбросаны в окрестностях города. Я испробую на себе их все. А уже завтра попаду на апельсиновую битву. Привет, Турин. Гуляя по Турину, может показаться, что этого города вообще нет на туристической карте Италии. Если сравнивать с Римом, Миланом или Венецией, тут вообще никого из приезжих. Хотя это очень странно. Посмотрите, какой он красивый. Тут прям хорошо. Всего города такой исторический облик. Это напоминает огромный всеобъемлющий музей. Куда ни повернешь. Вот, пожалуйста. Могу поспорить, что у нас о Турине мало кто знает. А ведь этот город стал первой столицей Объединенной Италии. Столичный шик тут везде. Богатые дворцы, помпезные галереи и бесконечные вереницы аркад. Они протянулись по городу на 18 километров. Говорят, их построили специально для того, чтобы итальянские короли могли гулять по городу во время дождя. Я приехал в Турин, чтобы в том числе посмотреть на его самый известный шпиль. Символ города — башня Моле Антонеллиана. Если бы ее не было, Турин был бы похож на десятки европейских городов. Но с этой башней его не спутаешь ни с одним из них. Я для себя понял, что Турин — это город, после которого болит шея. Ты постоянно поднимаешь голову, чтобы увидеть какие-то балкончики, барельефы, статуи, и все это хорошенько рассмотреть.
Чего здесь только нет. А я вам сейчас покажу, как все это многообразие снять одним махом. Простым нажатием получаете несколько фото и видео с разными фильтрами и ракурсами. Осталось только выбрать, что из этого запостить в ленту. Турин – это столица региона Пьемонт. Он не знаменит какими-то туристическими особенностями. Здесь не живет Папа Римский. Тут не придумали пиццу, и про мафию никто не слышал. Но здесь крутятся большие деньги. Пьемонт – идеальный край для миллионера. Здесь на холмах выращивают виноград для изысканного вина Баролло. Здесь открыты целых 45 ресторанов, отмеченных звездой Мишлен. А еще здесь очень фотогенично. Даже самая маленькая деревушка будет возрастом лет под 600. Невероятная красота. Невероятная красота. Надо остановиться. Не хватает только одного. Моей любимой музыки. Samsung Galaxy S20 Plus. Твой цвет, твои правила. У Турина есть две главные визитные карточки. Футбольный клуб «Ювентус» и реликвия мирового значения. В Турине хранится одна из главнейших христианских святынь – Туринская плащаница. Это уникальное полотно, на котором таинственным образом проявилось как бы негативное изображение человеческого тела. Христиане считают, что отпечаток на холсте есть не что иное, как изображение Иисуса Христа. А плащаница – неопровержимое доказательство его существования. Туринская плащаница находится в соборе Дуомо. В прошлом веке здесь случился пожар, после которого плащаницу спрятали в контейнер и защитили 6 слоями пуленепробиваемого стекла. Теперь ее не увидишь. Ее достают или с личного распоряжения Папы Римского, или каждые 25 лет. В следующий раз в 2025 году. А сейчас туристы могут любоваться вот таким нарядным непрозрачным коробом с расстояния, метров 2. В прошлом веке ученые из 3 лабораторий мира сделали радиоуглеродный анализ плащаницы и независимо друг от друга пришли к выводу, что ее возраст всего около 600 лет. То есть она родом из Средневековья, а не как из эпохи Христа. Все. Приходите в 2025. Пока Антон бродит по городу, мы с безлимитной картой начинаем снимать сливки с самых дорогих развлечений Пьемонта. Так, я собираюсь на охоту. Гринпис, подождите стрелять в меня глазами. Я еду на гуманную охоту, и моя жертва – это гриб. Догадались? Я отправляюсь на поиски одного из самых дорогих деликатесов в мире – трюфеля, гриба, цена на который доходит до $3500 за килограмм. Трюфель – гриб непростой. Прячется он глубоко под землей. И моего обоняния недостаточно, чтобы найти этот деликатес. Поэтому нам нужна квалифицированная ищейка. Hello. My name is Alina. Ciao, Ezio. Ezio, nice to meet you. А что это за охотник у нас? Привет. What the name? Dora. She eat truffles?
No. No? Dora, quando trova il tartufo, lo cerca per il premio. Le diamo le crocchette. Ах ты идейный охотник. На первый взгляд, это обычная прогулка с дедушкой по лесу. Но на самом деле это дорогущее развлечение за 350 евро. На трюфели охотятся в частном лесу. Этот лес как раз и принадлежит моему дедуле. По закону трюфели, которые растут здесь, находятся в собственности Эцио. И искать грибы можно только с ним. А расскажите про свой самый дорогой и самый большой трюфель, который вы лично нашли. 2006 avevo trovato un tartufo che era 1,30 kg. Кило? 1 килограмм 30 грамм. Это вот такой кусок, ребят. Белые трюфели очень редкие и стоят дурных денег. Самый дорогой продали на аукционе за 300 тысяч евро. Così importante normalmente costa 6-7 mila euro. Понимаю азарт охотников на трюфель. По-моему, она взяла след. Она унюхала. Ищет, ищет. Dora, a ti trovare? Sì. Allora, quando viene e vuole il premio perché ha trovato il tartufo. Все честно. Jan, Она показала. Молодец. Jan, Jan, fermali. Ferma, ferma. Чувствуется, да? Senti, senti il profumo nella terra. Да, прям запах трюфеля. Sì. Специальная кирка небольшая, смотрите. Чтобы не повредить гриб, Vedi che senti il profumo che земля, arriva. получается, Это. пропалывается по кругу. Guardalo pure. Ой, нашли. Prendilo pure. Вот это он. Ой, у меня прям слюнка потекла. Ой, так, ну, это хороший, кстати, размер, неплохой. Oh, ma è già bello. Браво, браво, Дора, браво. Fallo un po' vedere. После того, как вы уже выкопали гриб, вам нужно как бы закопать эту ямку, и через какое-то время здесь снова появится вот этот вот дорогущий бриллиант. Sei stata soddisfatta? Я буду удовлетворена, когда попробую. Моя любимая часть трюфельной охоты. Пора отведать дичь. Profumo? Перфекто. Now the consequence if you stop running is to spend some time Он inside. чем-то напоминает орех. Есть такой земляной запах, это правда, который многих людей смущает. Мне что-то между вот ореховым вкусом и грибным. Стоит посетить Италию, чтобы приехать и попробовать здесь какое-то особенное блюдо со слайсами трюфеля. Это же прям муа! Посмотрев в Турине все бесплатные места, я решил найти себе жилье. В каких только хостелах я не ночевал. И с чистой душой могу посоветовать новый. Ведь обычно только что построенный хостел лучше бывалого товарища. А главное, дешевле. Абсолютно новый. Еще пахнет краской. Класс! Он прям огроменный, чистенький, смотри, современный, с аппаратурой. Это место не похоже на 90% европейских хостелов. Еще и стоит, на минуточку, 22 евро. Где-нибудь в Барселоне или в Амстердаме за такой пришлось бы отвалить минимум 60 евро. Раньше здесь была пожарная часть, а вот сейчас вот такой хостел в стиле лофт. Рабочая зона, столовая, лаунж, барная стойка. Все продумано. И еще прикол. Суперудобная система регистрации. Вуаля. Моя.
Ого. Какой он огромный. Ощущение, что это не дешевый хостел, а какой-то недорогой отель. Туалет, душ, все чистенькое. И тут еще один душ. Можно мыться одновременно. Огромные ящики. Мне кажется, как сейф, и тут можно хранить валюту. Хотя откуда она у тех, кто селится в хостеле? А пахнет как? Не потными носками, а свежим ремонтом и накрахмаленными простынями. Будто заехал в новую квартиру. Длиннющие кровати. Вон, кстати, моя, Антон. Смотрите, где голова и где заканчивается кровать. Это, видимо, для тех самых людей, у которых ноги постоянно в поезде свисают. Круто. Пока что одно из лучших мест в Турине. Среди всех пятизвездочных отелей Пьемонта я выбрала тот, у которого самая красивая история – Реле Сан-Маурицио. В начале 17 века тут был монастырь, и жили монахи. Целых 200 лет на этих зеленых холмах они молились Богу. А в свободное время выращивали виноград, которым теперь усажены все склоны. А теперь все переделали для обеспеченных туристов. Там, где раньше были кельи, сейчас лакшери номера и ресторан. Номер, который я снимаю за 2000 евро, раньше был складом и амбаром. Там, где сейчас спа, раньше были цистерны с дождевой водой. И только церквушка на территории монастыря осталась церковью. Ей уже 401 год. Кстати, у меня 401 номер. Сейчас я вам покажу монастырь, в котором бы каждый хотел остаться. Тут так спокойно. Раритетный инструмент. Ой, а кровать комфортная. Никаких тебе лежанок. Это только была половина моего номера. Будет продолжение. О, я нашла ванную. Класс! Это, знаете, когда выходишь из ванной, нагрелся, а дальше надо по холодной квартире бежать скорее в кровать. Здесь ты значительно сокращаешь свой путь. Из ванной сразу ныряешь в постель. Класс. Вот такая келья. Хорошо бы было сходить на массаж-спа. Кстати, пока у меня есть премиальная карта MasterCard, позвоню в консьерж-сервис, пусть организуют. Алло. Да, добрый день. Ребята, прячу для вас 270 килограмм апельсин. Именно столько вы сможете купить на эти 100 баксов. Бутылку ищите в отеле Реле Сан-Маурицио в сидении старого ретро-автомобиля. Чтобы к нему попасть, скажите на ресепшене пароль Orange Battle. Сегодня ранний отбой, потому что завтра ранний подъем на первый поезд до Евреи, где будет эта знаменитая апельсиновая битва.
Вход на апельсиновую битву платный, стоит 10 евро. Если попасть в Иврею до 8 часов утра, то вход будет бесплатный. Именно это и стало причиной моего раннего подъема. Чтобы успеть в Иврею до 8, нужно сесть на поезд Турин-Иврея, который отправляется в 5:28 утра. И уже через час вы будете в городе апельсинов. Я не понимаю, туда ли я вообще приехал. Город как будто вымерший. Не апельсиновая баталия, зомби-апокалипсис. Excuse me, сеньора. Orange баталия. Orange баталия. Here. Orange баталия. Here. Today? Yes. Where are people? People. It's early. О, все. Туда. На часах 7 утра. И можно бесплатно зайти на одну из главных улиц Ивреи. Уже через час центр перекроют, и каждому туристу придется выложить по 10 евро за вход. А пока можно посмотреть, как город готовится к карнавалу. Перед началом карнавала все здания упаковывают вот в такие брезенты, потому что здания исторические, и все здесь будет в апельсинах уже совсем скоро. Мне нравится, что они уже с 8-7 утра бухают. Классные ребята. Опа! Ну все, вот. На тракторе подвезли первую партию главного оружия. Все апельсины для битвы не местные. На севере Италии они не растут. Поэтому их везут с самого юга, с острова Сицилия. Историческое событие. Я первый в этом году начну битву апельсинов. Прости. А мне никуда спешить не надо. Еще 5 минуточек. Все успею. На битву успею. Апельсины. Что точно не успеет Алина, так это увидеть саму Иврею. Утреннюю, сонную, без тысяч туристов и не испачканную апельсинами. Иврея – это небольшой городок, где тихой и мирной жизнью живут 20 тысяч человек. И только раз в году Иврея превращается в поле битвы. А жители воинов, которые со всей дури метают друг друга апельсинами. Посмотреть на такое красочное побоище каждый год приезжает около 100 тысяч человек. Еще рано. Апельсиновая битва начинается не сразу. В 10 утра на улицах города проходит исторический парад. В нем участвуют сами жители Ивреи, и у каждого из них своя роль. Чтобы ее получить, нужно пройти кастинг, и если твой типаж подойдет, тебе выдадут костюм, и можно будет принять участие в торжественном шествии. Это очень атмосферно. На набережную города выходят знаменосцы. За ними военный оркестр, который играет на традиционных итальянских флейтах – пифферах.
аплодируют и ликуют. Это той самой девушке в белом, Муняе, символу свободы. Муньяя – главная героиня апельсиновой битвы. По легенде, это была девушка, которая освободила городок от жестокого правителя. Он совращал юных девушек, а Муньяя не побоялась и отрубила ему голову. С тех пор в ее честь каждый год устраивают апельсиновое восстание против насилия и тирании, где апельсины символизируют отрезанную голову правителя. Отрезали голову, все аплодируют. Толерантная Европа. Это, конечно, восторг. Вроде бы понимаешь, что это люди в карнавальных костюмах, но веришь, это очень атмосферно. Бросьте в меня камень, если это не прикольно. По дороге на апельсиновую битву я решила подкрепиться и заскочить в один из лучших мишленовских ресторанов Пьемонта – «Да Франческо». Для VIP-гостей здесь устраивают персональный обед, закрывают ресторан и подают лучшие блюда от шеф-повара. Ах да, за 650 евро. Перед нами деликатес, который стал популярным за последнее время не только в этом ресторане, но и во всем регионе. Да, видно, что это икра, но чья это икра? Могу подсказать, что она намного дороже, чем черная. Цена за килограмм может добегать до $3000. Это икра улитки. Вот такая сразу обманка мозга. Ты ешь икру и сразу ожидаешь какой-то рыбный вкус. А здесь он больше травяной, что ли, овощной. Мне напоминает сельдерей, если честно. Эта икра такая дорогущая неспроста. Одна улитка откладывает около 70 яиц в год. Это примерно столько, сколько у меня сейчас на тарелке. Давайте на чистоту, ребят. Если вы видите во дворе ползущую улитку, вам хочется ее съесть? Аппетит вызывает? Нет, вот у меня тоже нет. Тут огороженная, походу, зона бесплатной еды. Что там, хлеб, какая-то колбаса, бутики, каша. О, грация, грация. Это суп из бобов. Если честно, выглядит не очень аппетитно, но бесплатно, чем богатый, тем рада. Очень вкусный, горячий суп из бобов. Ну, такой прям бобовое смузи. Тут бобы и такие остатки тушенки, намек на тушенку, но, тем не менее, практически мясное блюдо. Сегодня я собираюсь не просто посмотреть на апельсиновую битву, но и стать одним из главных ее героев. Но для начала расскажу вам основные правила. В апельсиновой битве участвуют две враждующие стороны. Первая – это участники на конных повозках. Они символизируют властных феодалов. Им противостоят пешие команды метателей апельсинов. Они символизируют свободный народ. Пехотинцы запасаются апельсинами и собираются на 4 площадях города. Конница должна проехать по всем 4 площадям, поочередно попадая под обстрел всех пеших команд. Такое апельсиновое месиво длится в городе 3 дня. В конце специальное жюри объявляет победителей. Одну команду конницы и одну пехотинцев. Каждая пешая команда состоит из 100 человек. Иностранцу, чтобы попасть в одну из них, нужно заранее зарегистрироваться и оплатить членский взнос в размере 100 евро. Но поверьте, когда все напиваются и становятся веселыми, можно без проблем втереться в доверие и стать одним из участников бесплатно. Я бы не простил себя, если бы не участвовал в битве апельсинов. Теперь я в команде «Апельсины смерти». Okay. Thank you.
Попасть в команду стражников сложнее. Нужно подать заявку на сайт оргкомитета карнавала, и если ее отберут, можно будет участвовать в битве. Цена вопроса – 300 евро. Но для богача это не проблема. Ну что, вы готовы к бойне апельсинове? Я нет. Hello! Алина. Давиде. Nice to meet you, Давид. Моя команда называется «Лучники короля». Знакомьтесь. Federico Cerrano, Fabio Ponzetto, Luca Silvestro, Matteo, Marianna, Cristian, Beatrice Moretto, Giacomo Giuseppe, Manuela. Давиде Моретто. Все эти люди представляют свою деревню – Ла-Росса и участвуют в апельсиновой битве не первый год. Итак, как же происходит подготовка к битве? Даже для лошадей специальные украшения, целое обмундирование. It's so expensive, yes? Roughly they are about 10,000 euro per horse. Дорогие лошадки. Дэви, can you show me platform? Oh yeah. Yeah? Крепкая очень конструкция, ребят. Это прям, знаете, действительно делалось все качественно, с учетом того, что будет бой. Stop. It's not a poster? No, it's fully hand painted. 3 artists in Ivrea that made this kind of work. Это просто обалдеть. But what is it? It's a car. Well, these are track tires. Прицеп для трактора прошел реинкарнацию и стал вот машиной-убийцей. For us, chart and horse are not enough. So we made masks and protection for the carnival also. Будут маски. Это хорошая новость. It's okay? Grazie. Так, ну... Давай, кидай в меня. Давай. Я думала, он как-то легко кинет, а он прям нормальненько сбросил. Удар апельсином ощущается как удар кулаком. Если бы не шлем, гарантированно сотрясение мозга. It's a handmade. Yeah, they're all handmade, years by years. Now we're doing last things that need who drive horses. This is protection. It's a safety. We also do this. Блин, какой крепкий. Получается такая дермантиновая кожа, даже пластиковая. Неопрен, поролон. How many times you do this? We start from October. October? Roughly. Oh my gosh, 5 months? 5-6 months? То есть вы понимаете, да? Один раз в год собираются врачи, архитекторы, строители, абсолютно разные люди. Надевают, они, во-первых, после работы встречаются, шьют вот эту вот всю экипировку, делают маски на протяжении года, а потом собираются и хорошенечко друг друга мусолят апельсинами. До апельсиновой битвы остался всего час. Пора выходить на тропу войны. Бронежилет. Надежность. Обалдеть. Начала переживать. You're ready? Okay. Если выживу, позвоню тебе. Только дурак идет на битву апельсинов в своей одежде. Я специально из дома взял запасную ненужную одежду и ненужное тело. Я готов. Viva la morte! Viva la morte! Все, надо бежать. Лошади идут. Какие красивые. Просто фантастически их украсили.
Ну что, ребят, такой машины с безлимитной картой у меня еще не было. Салон апельсиновая корка. Вместительность максимальная. 10-12 человек. 2 лошадиные силы. А если без шуток, снарядить такую повозку – дорогое удовольствие. Ну посчитайте, на 3 дня фестиваля нужно закупить 3 тонны апельсинов для битвы, шить экипировку для команды, заказать сбрую для лошадей и украшения повозки. Теперь понятно, за что тут берут 300 евро. А how we understand who win? There are three rankings. One for the design of the chart, one for the harness, the horses and the drive, and one is the general ranking of the old carnival. Пока конница добирается до центра города, расскажу, как проходит подготовка к битве у туристов, которые тусуются на площади. Видите эти красные штуки у них на головах? Это фригийский колпак. Местный знак свободы и борьбы за независимость. Все эти красные шапочки – символ неприкосновенности. Люди платят деньги, чтобы в них не бросали апельсинами. И как только здесь взлетит первый снаряд, они разбегутся по углам на безопасное расстояние. И на поле боя останутся лишь сильнейшие. Ого, смотрите, это все, вот это целая шеренга медиков. Никто не обещал, что это будет легкой прогулкой. Сейчас я уже реально волнуюсь. Перед самым началом карнавала новички проходят посвящение. I'm the first time. Can you do the same? Can you do? Yeah! Сейчас меня будут посвящать. Это же все. Как это ужасно! Как это больно! Я вас ненавижу! Вы же свои! Свои! Ненавижу! Это ужасно! Идите вы к черту! Меня в школе так не унижали! Я вырос и стал злым! Браво! Олежа! Это будет не чудо света, это будет полный пиздец. Это очень больно. Мне кажется, у меня тройное сотрясение мозга. Это нифига не игра, это совсем не игра. Тебя убьют тут, сынок. Ой, мы уже подъезжаем на ту площадь, где все будет происходить. И я уже вижу там вдалеке другие команды. У них другие цвета. Вот. Посмотрите, как много людей. Тут есть люди даже в каких-то костюмах. И это действительно чудо. Год подготовки, представьте. Все друг друга поддерживают в этом фестивале. Вау. Все, остаются считанные минуты до начала. Нас тут уже полная площадь. Я, если честно, очень переживаю, волнуюсь перед этой цитрусовой вакханалией. Это же опять Муняя так близко. А в жизни она еще прекрасней. Я сражаюсь за нее. Муньяя бросает в толпу мимозы. Это означает, что битва началась. Ого! Первая конница! Давай! Гладиатор Антоний Цитринус! Они бронированы! На, тварь! Тварь! На! Тварь!
оператора! Олежа, да поехали отсюда нафиг! Это еще первая из 51 конница! Кто будет платить за наше лечение? Ёпрст! Все, надеваем. Все, уже что ли? За высокими, на, тварь! На! А! У меня живой щит, Олежа! Живой щит! А! На, тварь! На абордаж! Все, Олежа! На! На! Я открыл в себе столько новых качеств, которых у меня никогда не было. Это просто... I feel so good, guys! Ребята! Мне отбили нафиг руки просто. Мне кажется, они прям целились по моим рукам. Мне позатекал сок апельсиновый в глаза. Я ничего не видела. В какой-то момент я просто брала руками апельсины и кидала их хотя бы куда-нибудь. Я, конечно, знала, что будет жестко. Но чтобы настолько... И это была только первая площадь и наш первый круг. Сейчас второй, он более сложный, потому что отрезок пути, он будет длиннее, и команды там намного сильнее, которые будут нас отбрасывать в ответ. Я надеюсь, что Зайцев выживет. Вы, наверное, спросите, почему я собираю самые увесистые и твердые апельсины в таком большом количестве. Дело в том, что следующий будет повозка Алины. Это тебе за безлимитную карту! Это тебе за роскошь! За отели твои дорогие! Это всем продюсерам за идею эту тупую! На! На!
Вообще я не пойму, видно, у меня просто вздулась вена или что-то такое. Я в шоке. Я не чувствую руки, мне нужен лед, реально, мне как-то надо, потому что я практически не чувствую, не могу пальцами шевелить, мне больно. Это единственное, что мне не закрыли, и очень больно попадали. Просто такое ощущение, когда я вот так отдала людям руки, они били битами били мне по рукам. Нет, Италию логикой не понять. Надо чувствовать, ребята. Казалось бы, битва апельсинами. Веселая забава. Но после нее, как после настоящего сражения, люди начинают считать потери. И они тут не шуточные. Сотрясение мозга. Десятки сломанных носов. Сотни разбитых в кровь губ. А ушибы и гематомы здесь уже никто не считает. Но, несмотря на это, здесь никто ни на кого не обижается. После битвы все веселятся, танцуют, поют и бросают в друг друга апельсиновым пюре, которое по щиколотку заполнило улицы города. Ненавижу. Я ненавижу этот город и эту страну. Через пару часов город снова станет чистым. И уже завтра с новыми силами на его улицу выйдут тысячи людей. И апельсиновое сумасшествие начнется снова. В этот уикенд мы точно поняли значение пословицы «в тихом омуте черти водятся». Но кто бы мог подумать, что в богатом, сытом и изнеженном Пьемонте притаилась такая безбашенная вакханалия, которой позавидуют даже самые отбитые футбольные фанаты. Это то чудо света, которое сложно понять. Но раз в жизни обязательно нужно посетить. Я не чувствую рук! Да поехали отсюда нафиг! Как это ужасно! Меня в школе так не унижали! А? Я думал, он как-то легко кинет! На! 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 Это очень атмосферно. Бросьте в меня камень, если это не прикольно. Привет. Тихо, Ты опоздал. Тихо. Подожди, давай. Оп, молодец. Ну, кто-то с апельсинкой, кто-то с судьбой. Так бывает. Крупненький, думаю, нормально. Он меня защищает. Тут по улицам одной ходить нельзя. Мне еще понадобится он просто. Non capisco un cazzo comunque. Окей. Ты не говори, главное, ешь. Ты ешь. Я ваш фестиваль ненавижу, а теперь и страну вашу ненавижу. Алин, А. а кого мы следующим будем обнимать? Кого-то в Индии. На фестивале красок в поле. Там, правда, я буду доставать не только до плеча. Там я смогу обнять всего человека. Let's go. Идем. Смотри, значит, быть ведущим решки, в принципе, просто. Ты крепкий, ты сможешь.